Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Артура Пасека. И сегодня хотел бы с вами поделиться тем, как я формирую гнезда после зимовки. Сегодня проведем ревизию, удалим лишние рамки, если таковые есть, уплотним гнезда, ну и думаю, на этом все. Так что всем хорошего сезона. С потеплением, с долгожданным потеплением. У нас уже тепло второй день, плюс 12 градусов, обещают до 15. Так что поехали. Что ж, примером для того, как я формирую гнезда, послужит самая моя первая пчелиная семья. Я ее покупал в самом начале, как только начал заниматься пасекой. Семья оказалась очень сильной и с года в год радует своими показателями. Зимовала эта семья на 10 рамках. И что могу сказать, что эта зима показала, что 10 рамок это больше, чем достаточно для хорошей зимовки. И думаю, если и дальше такие зимы будут, то вполне возможно, что удачная зимовка будет и на 7 рамках. Но, как говорится, береженого и Бог бережет. Так, что касательно находки. Это кулечек, который я ложил 1,5 недели назад. Подкармливал пчелок медом. Подкармливаю я чистым медом, не канди, не сахаром. Чистый мед. Просто довожу его до мягкого состояния, закладываю такие лепешки и ложу сверху рамочек. Почему пчелы его затащили на самое дно? Потому как из-за погоды долго не мог залезть в улик. Мне очень жалко было пчелок, тревожить их по такой погоде. Ну и если кто обратил внимание, 3 рамки обозначены канцелярскими кнопками. Этими кнопочками я обозначаю рамки с весенним медом. Весенний мед я никогда у пчелок стараюсь не забирать по возможности, потому как он лучше всего подходит
для зимовки. Что хотелось бы еще добавить начинающим пчеловодам, вот какую информацию, то что не корпусный улик, там где не снимается дно, обычно вот такой вот лежат, как у меня, минус какой у него, то что каждую весну приходится проводить вот такую вот уборку, то есть выметать это все, отшкребать весь мусор, который нападал за зиму на пол, и при этом же как бы, может быть не сильно, но тревожим пчелок. Если же у вас есть возможность взять улик со съемным дном, то, конечно же, он намного практичнее. Вы меняете просто дно на чистое и уже дно, которое перезимовало, убираете, не тревожа семью. Ну что ж, на этом у меня все. Спасибо вам большое за внимание. Кому информация была полезна, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Буду рад вас всех видеть на своем канале. Ну и, конечно же, буду стараться снимать вам полезные, интересные видео о том, как я развиваю свою пасеку. Всем всего доброго. С вами был Артур на канале Артура Пасека. До новых встреч. До свидания.